Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Геннадий М. на связи прямо сейчас. Геннадий, приветствую вас. Здравствуйте, Александр, рад вас видеть. Взаимно. Геннадий, ну что, опять спираль ожидания. 36-72 часа. Ну, это по состоянию на вчерашний вечер. Трамп говорит, возобновятся переговоры. Однако все уже обратили внимание, что как-то странные ставки делают на фьючерсах, странные люди, как раз-таки в момент вот этих качелей Трампа. То у нас война и никакого перемирия, то мы что-то продлеваем в контексте перемирия на неопределенный срок. В общем, баблишко мутится параллельно. Однако вопрос-то не решается. Иран говорит, будут переговоры, разблокируй Трамп Ормузский пролив. Так что, придется отползать с еще большими потерями Трампу? Или все-таки мы станем свидетелями тотального уничтожения, в принципе, территории Ирана как государственности, ну и придания под этими обломками забвению его, ну вот такой героической борьбы? Да, история интересная. Вы знаете, насчет инсайдерской торговли вообще здесь, ну, по-моему, такими белыми нитками шито. А ведь, насколько мы знаем с вами, что за это огромная ответственность, там сотни лет тюрьмы может быть. Самое интересное, что в эту игру, как известно, танго танцуют двое, подключились и иранские силы, потому что все последние движения иранской стороны очень похожи тоже на инсайд-трейдинг. То они поедут, то они вроде резко нам разговаривать не о чем не поедут. И, в общем, они тоже прокатились хорошо на этих горочках, потому что они зашортили, потому что, когда Трамп объявил о втором раунде переговоров, то нефть немножко ее отпустила. А потом, когда Иран сказал, что нет, никаких переговоров не будет, она опять на 10% приблизительно пошла вверх. Вот, собственно, это мы и наблюдаем. Это, конечно, печально, что вот этот трейдинг на крови весь осуществляется у нас. Это, конечно, очень плохо. Но я думаю, что мы увидим дальше. Во-первых, Трамп заявил, что он не хочет брать остров Харк, пока не решил или не хочет. Но, скорее всего, он никуда не денется. Ему придется осуществлять сухопутную операцию. Вот, потому что те силы, которые сосредоточены в регионе, 50 тысяч человек, другого не предусматривает. И для этого есть еще одна причина, и экономическая. Так вот, в конце концов, конечно же, сухопутная операция, она состоится. И состоится по одной простой причине. Вот сейчас Wall Street Journal, это известная желтая пресса американская официальная, публикует сведения о том, что США очень сильно поиздержались в ракетных вооружениях на этом конфликте, и что у них было израсходовано порядка 30% даже дальних баллистических ракет, и около половины, от 50 до 60% разных типов вооружений, то есть разных типов ракет. И мы наблюдали активную фазу боевых действий в течение 2-3 недель. То есть 2-3 недели привели к тому, что США потеряли столько ракет, что им придется их восстанавливать в течение, как сказал нам Wall Street Journal, в течение 4-5 лет. Если США сейчас в конце концов скажут, что Иран ничего не понимает, мы обещали бомбить мосты, электростанции, мы этим займемся, то им придется израсходовать еще, наверное, практически полностью весь свой запас боекомплекта, который есть у Пентагона на сегодняшний момент. А вот это они допустить не могут. И поэтому, скорее всего, мы вряд ли увидим еще 2-3 недели бомбежек, электростанций там и так далее. Но мы можем увидеть наземную операцию, вот эту эскалацию, мы все-таки ее ожидаем. Она предсказана, она давно ожидаема, и мы ее ждем. А какие дальше будут вызовы стоять перед Пентагоном, они точно сказать не могут. Хотя они уже анонсировали военную операцию против кубинского режима. Вот эти все визиты конгрессменов на Кубу говорят о том, что обычно так США разминают. Они же предлагали за 2 недели до захвата Мадуро, предлагали ему тоже определенные условия, предлагали ему убраться из страны. Вот. В принципе, было бы лучше так ему убраться из страны. Но он бы тогда был трусом. Не мог себе это позволить. Куба — это, конечно, совершенно другое. Идеологически это не Венесуэла. Там вряд ли кого-то внутри купишь, хотя они стараются.
Поэтому ему нужно как-то сейчас выходить из этого положения. Потому что если мы будем говорить о других факторах, которые могут на себя отвлечь внимание мировой общественности, то эти факторы, они будут актуальны, наверное, после осени 2026 года. А я имею что именно в виду? Это перебой цепочек поставок, это проблемы с продовольствием, которые в том числе и в США настанут. И мы с вами можем поговорить, почему они даже в США настанут. И даже вот эти самые фейковые инопланетяне. Если вы внимательно следите за новостной повесткой, то почему-то стали исчезать ученые, которые профессионально с научной точки зрения занимаются уфологией. Ну, то есть, изучению форм неземной жизни и неопознанными летающими объектами. Это говорит о том, что у Трампа, ну, или у Соединенных Штатов в рукаве есть еще очень много мероприятий и событий глобального масштаба. Но что они, вот все сейчас сходятся во мнении, и я к нему присоединяюсь, что главного они потеряли в этой иранской войне, они начинают терять свой авторитет. Ну, во-первых, Трамп делает взаимоисключающие противоречивые заявления. Он делает это постоянно. Уже невозможно его слушать. Уже вообще непонятно, о чем он говорит. К нему уже относятся несерьезно. А во-вторых, сама страна, Соединенные Штаты Америки, делает достаточно много непоследовательных движений, разнонаправленных. Ну, как бы я понимаю, что там в традиционной разведке по разведпризнакам это называется запутать оппонента, но они уже запутались, мне кажется, даже сами. Поэтому от них все ждут каких-то действий. Естественно, что сдавать свои позиции как мирового гегемона сейчас на этом уровне и в это время, вот этой весной, в апреле 26 года, они совершенно не собираются. США рано списывать со счетов. Это очень мощная, очень инертная, очень богатая структура мировая, глобальная, которая по-прежнему является мировым гегемоном. Ее все боятся ослушаться. Но все может измениться после того, как США потерпят первую неудачу в своей сухопутной операции в Иране. А похоже, что Иран не намерен отступать. Это уже сейчас совершенно ясно. И любые запугивания – это все блеф. Они прямо это в лицо открыто говорят. В Иране в медиаполе стали открыто издеваться над американцами и вообще над их операциями, над их заявлениями. Снимают целую серию каких-то нейромультиков смешных. Ну, это уже, знаете, как... Если американцы, как бы вам сказать, обесчеловечивают, десакрализируют иранскую власть, говорят, что это очень плохие люди, ну, это хуже фашистов, очень, в общем, негодяйские люди, им нельзя иметь ядерное оружие, ну, там, Израилю можно, это нормальные ребята, Пакистану можно, Ким Чен Ыну можно, да кому угодно можно, а вот этим вот негодяям нельзя, потому что они совершенно невменяемы. То есть, это называется военная пропаганда. То иранцы действуют напротив, они не говорят, что США там какие-то ненормальные и так далее. Хотя до этого они говорили, что это людоеды, и с ними не о чем говорить. Они просто их высмеивают. И вот этот позор, продолжающийся сейчас, он не может тянуться долго. У них, у США, очень узкое окно возможностей для действий. И я думаю, нам с вами стоит ожидать в ближайшее время этих очень жестких действий со стороны США. Будет ли это опять ракетная атака на обещанные электростанции и мосты, либо это будет сухопутная операция. Я думаю, что скоро мы это все увидим. Страны Ближнего Востока как-то недовольны Трампом, я имею в виду залива, да, монархии залива. Говорят о том, что ваши базы – это не гарантия какой-то безопасности. Да и вообще, Трамп, денег дай. Дай денег. Мы серьезно, как бы у нас серьезный ущерб. Ввиду этого у меня простой вопрос. Так а какая судьба нефтедоллара? Петродоллар, он как бы уже отходит в историю. Ну вот смотрите, иранцы в крипте собирают свою дань за проход через пролив. Причем самое интересное, там вот Америка блокирует. Подвели статистику, назвали несколько десятков судов, которые прорвались через эту блокаду. Вот так и пишут, прорвались. То есть США хоть и начала там в других точках планеты пытаться хватать иранские суда, потому что они под санкциями, но это выглядит как достаточно неуверенный какой-то антикриз. Более того, это еще больше накаляет ситуацию. Страны залива понимают, что в таком режиме долго они не протянут. Мы с вами очень хорошо разобрали, почему, когда начиналась вся эта история. Ну и начинают как-то выдвигать какие-то требования. По
получат ли что-то страны этого Персидского залива от вот такого взбалмошного Трампа? Похоже, ну, я, например, вижу, судя по последним заявлениям, он на них как-то вообще внимания не обращает. Почему? Ну, во-первых, они ничего не получат. И более того, они сами это понимают, что они ничего не получат. Давайте я вам переведу с дипломатического на язык человеческих смыслов. Когда ОАЭ, которая держит сотню миллиардов с трежерис американских, просит у американцев денег, тем самым она как бы говорит: американцы, у нас сейчас нет доходов, а нам надо как-то содержать наше государство. Поэтому мы вас предупреждаем, что мы хотим продать ваши трежери, то есть мы как бы просим у вас, как бы это сказать, одобрение на продажу наших трежерис, ну, то есть ваших, да, государственных казначейских обязательств, которые у нас лежат в качестве резервов. То есть настало время, когда нам пора эти резервы открывать. Естественно, что для американского бюджета, а мы же здесь не только будем говорить об ОАЭ, просто ОАЭ самые, как бы вам сказать, смелые оказались, да, они как бы напрямую говорят американцам: дайте денег. Что значит дайте денег? У нас и так ваших денег, то есть ваших обязательств полно. Они как бы призывают: ответьте по обязательствам, а не то мы будем искать заимствований в другой валюте. Это о чем сейчас речь идет? Конечно же, о юане. Конечно же, речь идет о юане. Перевожу на язык смыслов. Короче, ребята, вам пока никто не верит, потому что ваша концепция безопасности полностью дала прокол. Вы не собираетесь нас защищать. Все ваши базы, которые у нас находятся, явились для нас фактором риска и разрушений, а не защиты. Это первое. Второе. Вторая часть нашего соглашения – это же уравнение. Да? Американцы говорят: мы вам даем защиту полную, военную. То есть вы в куполе. Вторая часть сделки петродоллара. Вы продаете всю нефть за доллары. Но они им как бы говорят: смотрите, ребят, вы свою часть обязательств не выполнили, вы нас не защитили. Соответственно, мы не чувствуем себя особо обязанными выполнять свою часть обязательств, то есть продавать всю нашу нефть за доллары. Более того, мы как бы вам намекаем: ребят, вы нам должны триллионы денег. Всем монархиям залива Соединенные Штаты Америки должны триллион денег. Это ровно то количество трежерис, которые эти арабские монархи накупили. Но я, конечно, слукавил, когда говорю, что это только трежерис. Это не трежерис. Дело в том, что, я извиняюсь, часть петродолларового соглашения заключается в том, что арабские монархи заливов выкупают американские акции. А с рынком акций сейчас все очень хорошо. Вот прямо сейчас могу посмотреть. Да, S&P идет вверх, значит, NASDAQ идет вверх, значит, сейчас все идет хорошо. Но Арабские Эмираты как бы говорят: ребят, смотрите, если вы нам не даете, ну, так же не делается, то есть у меня как бы американские казначейские обязательства — это не вексель на предъявителя, что ты пришел в любой банк и тебе его тут же откэшили. То есть надо договариваться, так дела не делаются. А вот акции — это другое дело. Акции – это совершенно другое дело. Если им нужны деньги, а у них на сотни миллиардов долларов этих самых американских акций, то у них могут просто лить в стакан по рынку. И здесь у США будет два выхода. Либо они будут заливать ликвидностью фондовый рынок, чтобы не допустить обвала. Либо они это делать не будут, и будет обвал. И серьезные аналитики Уолл-стрит говорят, что США уже готовы к обвалу, который был хуже 2008 года. И он будет. То есть... Так. Готовы или они его готовы. Планируют? Они его... Нет, а его не избежать. Его совершенно не избежать. По всем метрикам, по всем показателям, по техническому анализу, по системе накопленных долгов. Его избежать невозможно. И сейчас вся политика на Ближнем Востоке, и в частности американская финансовая система, представляет собой очень туго натянутую нить. Она на волоске буквально держится, чтобы не обвалиться. Потому что монархии залива
У них ситуация такая, хорошо, они сейчас заняли позицию выжидающего. То есть, они говорят, что там идут какие-то переговоры или не идут какие-то переговоры. Вы помнили, что Иран делает? Он говорит, я не буду участвовать в переговорах. Потом говорит, да нет, мы будем, мы все-таки согласились, мы будем участвовать в переговорах. Пока вот это не закончится чем-то, а чем оно может закончиться? Только фиаско, больше ничем. Переговоры все равно закончатся фиаско. А монархии ждут. Но, когда оно закончится плохо, или начнет заканчиваться плохо, монархии тут же придут предъявлять свои претензии на погашение государственных казначейских обязательств. Это первое. Ну, вернее, что значит предъявлять? Их просто выкинут на рынок. Вы понимаете, да, что трежери со сроком погашения, там десятилетки у них есть. У них сейчас нет срока погашения, но они его могут лить по рынку. Если они начнут лить по рынку, это огромный объем. Мы помним, что крупнейшие заемщики США являются заемщиком крупнейших средств в Японии, Китае, там порядка триллиона, и монархии залива. Что случится, если они начнут сливать по 10, по 20, по 40, по 100 миллиардов акций и трежерис, на них упадет цена. То есть, доходность по американским облигациям станет такая же, как в банановых республиках Африки. А как будет себя вести при этом Япония и Китай, глядя на это все? Ну, понятно, что это все большая политика, это на рынке-то, это не базар вам, что там пошли торговать. Но просто США потеряют, они сейчас теряют свое политическое лицо, как гегемона, свой политический и военный авторитет. А получится еще так, что США потеряют и авторитет как финансового центра мира, а доллар потеряет свой авторитет как резервная валюта. Вот с этого именно момента начнется то самое падение американского фондового рынка, тот самый кризис, который предсказывают все серьезные аналитики. Поэтому, я говорю еще раз, мы сейчас находимся в уникальной ситуации. Мы выжидаем. Можно сказать, что в мире ничего не происходит, пока не будет решен главный вопрос. Каким образом США собираются выходить из этой проблемы? Ракетно-бомбовыми ударами по Ирану или ракетно-бомбовыми ударами по Ирану с последующей сухопутной операцией? Вот от этого будет все и зависеть. Мгм. А, Тут очень интересно, Бессент выходит и говорит о том, что люди добрые, говорится, товарищи, ко мне обратились представители более 10 наиболее уязвимых и бедных стран с точки зрения энергетики. Они попросили нас продлить решение о снятии санкций, и это всего лишь на 30 дней. По словам Бессента, запросы поступили от финансовых министров во время состоявшихся на прошлой неделе встреч МВФ, Всемирного банка. Более того, на этой встрече МВФ, Всемирного банка была Лагард. Та вообще вышла, сказала, ребята, ну то есть нас же как, тычут пальцами, говорят, ты конспиролог. Да? Ты там конспиролог, только там говоришь слово «голод». Так она прямо это и говорит. Она говорит, правда, там слово подобрали такое интересное, нормирование. То есть то, что раньше можно было свободно купить, продать, еда, нефть, ну, горючка имеется в виду там на заправках, какие-то там, не знаю, вещи, теперь входят в состав нормирования. И она открыто об этом говорит. Она тоже вспоминает этот разговор. Поэтому просят российскую нефть. Приняли также вчера 20-й пакет, ну как, сегодня будут утверждать, то есть окончательно, но вроде согласовали 20-й пакет санкций, значит, 90 миллиардов Зеленскому, и это все взамен того, что пустят дружбу. Но тут же очень интересный ход. С одной стороны, вроде как Россия получает как бы новые страны, чтобы им помочь. Понятно, что это будет жест доброй воли, но без денег не обойдется. С другой стороны, снятие санкций. С другой стороны, мы видим, что Россия с 1 мая, Reuters пишет, объявляет о прекращении по этой дружбе не просто там прокачки, казахской нефти прокачки. То есть вот это сейчас вот история, что эта вонючая российская нефть идет через трубу дружбу, которую так резко раз и отремонтировали к выдаче кредита со стороны Зеленского. Подразумевалось, что это будет, ну это ж не российская нефть, это какая-то вот та нефть. И все вот это вот повесили лапшу на уши и в это верят. Европе край без российских энергоресурсов. Они выходят из ситуации с позиции обмана. Это всем ясно. А ситуация в Ормузском проливе давит на них колоссально, но тем не менее. Войну в Украине они поддерживают, санкции вводят, хоть и такие, конечно, ну, другие, без ограничений энергоносителей. Россия приобретает или выигрывает от этого положения дел? Нет, Россия, безусловно, выигрывает.
И здесь вы говорите о Бессенте. Да, Бессент заявил, что да, действительно, Россия получила дополнительных 14 миллиардов долларов от значения, от смягчения этих санкций. И ему предъявляют претензию. Как так вы позволили России получить дополнительных 14 миллиардов? На что Бессент говорит, что я категорически с этим не согласен утверждением. Вы, говорит, не понимаете. Дело не в том, что Россия получит 14 миллиардов. Это ерунда. Дело в том, что Россия обеспечит выход на рынок более 250 миллионов тонн нефти. А вот это обеспечит стабилизацию цен и снижение нагрузки на американскую экономику на еще большую сумму. Ну, вы же знаете, американцы ничего не делают себе в убыток. Поэтому они говорят, то, что там Россия получит эти 14 миллиардов, это копейки. Мы-то здесь, в США, сэкономим 50 миллиардов от этого решения, от того, что мы снимаем санкции. Но европейцам, как бы Россия сейчас, знаете что, она хочет, Россия... Американская администрация и, в частности, американские аналитики, близкие к средствам массовой информации, главным, CNN, типа, говорят, что этот конфликт минимум на 6 месяцев. То есть, соглашение о перемирии может быть подписано через 6 месяцев. Вопрос, где мы будем через 6 месяцев? Давайте-ка прибавим Хороший к апрелю. Вопрос. 4-й месяц и прибавим 6 месяцев. Мы получим выход на ноябрь. А что у нас будет в ноябре? А я вам скажу, что будет в ноябре. Мы существуем в условиях хай-тека в сельском хозяйстве. И продовольственная безопасность мировая наша осуществляется за счет того, что на пороге Первой мировой войны 60-70% населения европейских стран были заняты в сельхозпроизводством. И кормили 30-40% остальных аристократов, рабочих, ученых, в армию там, и так далее. Да? К началу 21 века 3% населения всего работало в области сельского хозяйства, производства сельхозпродуктов и кормило 97% планеты. И казалось бы, какая красота. Но чем мы идем дальше, тем все меньше людей задействовано в сельском хозяйстве в развитых странах мира. И сейчас этот показатель уже около 1,5%. То есть 1,5% населения кормит, да, 98,5%. За счет чего? За счет высоких технологий. Какие высокие технологии есть в сельском хозяйстве? Ну, естественно, это селекция. Это генетически модернизированные организмы, так называемые семена. Это вот политика этой самой компании Bayer, которую в свое время купила Монсанту, да, там, такого великого изобретателя ГМО. Это, безусловно, удобрения органические, неорганические, азотные в частности, да, получаемые из нефтепродуктов, из газа. И, естественно, это новые технологии в пищевом производстве. И к таким технологиям относится широкое замещение животных жиров растительными и, в частности, пальмовым маслом. Пальмовым маслом. Потому что, если вам надо растительные масла, то крупнейшим экспортером в Европу была Украина в свое время. И сейчас остается крупным. Это настоящие растительные масла, которые выращиваются из масличных культур на полях. Это подсолнечник, соя, рапс там, и так далее. А вот если мы говорим с вами о балансе сил на сегодняшний день в продуктовой независимости всех государств, я могу такие ужасные вообще привести цифры и ужасную новость. Индонезия прекратит импорт дизеля с 1 июля. С 1 июля. То есть, заметьте, у них еще есть время, да, это июнь и май, когда они этого делать не будут. И заменит его биотопливом, состоящим из пальмового масла. А ну-ка давайте подумаем, что такое Индонезия с Малайзией. Это 80% мирового производства и экспорта пальмового масла. А теперь давайте посмотрим, что такое пальмовое масло. Это основной жировой компонент в пищевой промышленности, составляющий более 76% импорта всех растительных маслов, всего растительного масла в мире. И кто же его покупает? Кто больше всего зависит? Понятно, что лидер по импорту растительного масла, вот этого пальмового, это Индия, 17% мировых поставок. Китай 2-е и 3-е место занимает для перерабатывающей промышленности. 3-е Евросоюз. Пакистан, ну, Россия, естественно. США, оказывается, США импортируют значительные объемы для пищевой индустрии.
Если сейчас из-за того, что перекрыт Ормузский пролив, Индонезия не может, а Индонезия это огромная мусульманская страна, которая не может получить сотнями миллионами жителей, не может получить дизель. Она начнет производить этот дизель из своего пальмового масла. Вопрос, а где окажется продовольственная безопасность перечисленных 5 регионов? Китай, Индия, Пакистан, Европейский Союз, США. Где они окажутся? А чтобы было понятно, на что это масло идет, да, то это основной продукт. Любые молочные продукты, которые вы сейчас можете купить на прилавках России, Украины, Белоруссии. Я не берусь здесь судить там точно, с большой точностью, но на 70% около того зависят от пальмового масла. То есть, у вас не станет сметаны, молока, творога, в первую очередь сливочного масла, потому что любое сливочное масло, которое продается в магазине, написано 82,5%, на самом деле состоит наполовину из пальмового масла, это уже не секрет, это все знают. И причем не только у нас. В американских магазинах продается сметана, вот и они ее любят, и молоко вот этими галлонами, бутылками, тоже состоящее из пальмового масла индонезийского. Так вот, 6 месяцев с 1 июля Индонезия прекращает экспорт своего масла. Конечно, там будет лаг, потому что 28, 35, 42 дня идут танкеры, груженные пальмовым маслом. Они доходят до США. Ну, давайте посчитаем. С 1 июля они прекращают. 15 августа уже цены, ну, если в кондитерских продуктах, в хлебопекарной промышленности, в молочных продуктах 70% этого самого пальмового жира. Давайте посчитаем, насколько вырастут цены на основные продукты питания. Причем не где-то там, я молчу про Индию, там вообще я не знаю, что там будет. Но Индия хотя бы она крупнейший экспортер пшеницы. Один из крупнейших в мире. Один из крупнейших. Они, ладно, там с голоду не умрут, но Пакистан и страны Юго-Восточной Азии. А куда Америка денется? Американские граждане очень чувствительны к повышению цен на продукты питания. Вот у них там вырос на какой-то, елки-палки, сегодня в Европе дизель 2,5 евро уже в каких-то местах. И никто не ропчет. И никто не жужжит. А в Америке стоит галлону вырасти на $1. Ну, галлон это 3,76, ну, почти 4 литра. Это, грубо говоря, там на 30 центов вырос бензин, и это катастрофа. И люди хватаются за голову, как мы дальше жить будем, понимаете? То есть, у них порог чувствительности, если в Европе завтра сливочное масло подорожает в 2 раза, то, чуть меньше, может, есть будут. Там не будет никакого шторма Капитолия, понимаете, там, или этого самого, или парламента какого-нибудь немецкого. А в Америке будет. Вот в Америке, если сливочное масло вырастет в цене в 2 раза, там точно будут недовольные. И даже если их там не будет, то найдутся какие-то организации типа Сороса, я не знаю, или еще какого-нибудь фонда борьбы с чем-то за что-то, которые обязательно поднимут политические волнения в стране. Вот мы к этому сейчас... Так получается логично, если вот я вас слушаю. Надо выскакивать из Ормузского пролива и истории с Ираном, как можно раньше, как помните, хотя мы уже, я с вами согласен, Трампа слушать сейчас там себе дороже, он противоречит, но он же как-то говорил, что это пару недель буквально. Вот если пару недель, тогда да, собственно, тогда все будет плюс-минус, может устаканиться вот к этой осени тяжелой. А так надо торопиться Трампу, но он как-то не торопится. А он не торопится по одной простой причине, потому что мы же с вами не простые люди, да? Мы понимаем, что есть 2 аспекта. Есть аспекты персональной борьбы политической, есть аспекты межстрановых конфликтов и интересов, есть аспекты интересов и взаимодействия макрорегионов, а есть глобальные аспекты. Так вот, в процессе взаимодействия руководителей государств, которые мы видим на политической карте мира, например, руководство Ирана, кто бы это ни был, руководство США, руководство Евросоюза и отдельных европейских стран, действуют в своих интересах, как им кажется. Хотя, конечно, глядя на современное руководство ЕС, мне кажется, они действуют в каких-то других интересах, но только не в своих. Вдумайтесь, в 2025 году туда заехало там сейчас порядка 4,5 до 6 миллионов мигрантов.
а там их там 26 миллионов, да. Это если бы они действовали в своих интересах, они бы этим не занимались. Они осуществляют глобальный проект. Если бы США действовали в своих интересах, они бы нашли выход из иранской проблемы еще до его начала. До начала этой проблемы они могли бы сесть с иранцами, заключить какой-то договор, по которому бы, как раньше это было, да, вот, то ввели бы туда какие-то ограничения, МАГАТЭ посадили бы, о чем-то там договорились бы. Но поскольку это какой бы экзистенциальный вопрос для Израиля, США пошли на поводу Израиля, начали этот конфликт. А глобально ведь какая задача у нас стоит? Если мы посмотрим на план глобальных событий до 30-го года, так в 30-м году у нас уже должно быть единое мировое правительство и новый мировой порядок. И новая нормальность. А ее пока не. А времени-то остается. Посмотрите, мы уже практически в середине 26-го года, почти в середине. И нам с вами остается каких-то несчастных 3,5 года, чуть больше, до 30-го. То есть, значит, события сейчас будут сгущаться. Они будут нарастать. Да? И глобалисты здесь все равно главное. За что бы вы ни боролись, за все хорошее против всего плохого, за разблокировку Ормузского пролива. Глобалистам нужна блокировка Ормузского пролива? Нужна. Глобалистам нужен голод? Нужен. Это же в их планах. Это вообще это просто полагается. Нужны войны? Нужны. Так кто же их будет останавливать? Никто их не будет останавливать. И как бы Трамп ни говорил о миротворчестве, там тот самый дух Анкориджа, тут, кстати, Лавров проговорился, в чем он заключается, дух Анкориджа, в том, что Россия забирает себе Донбасс, и это признается де юре всеми странами мира, включая США. Это и есть дух Анкориджа. Мы-то не знали, мы не знали, в чем дух Анкориджа. Вот. Оказывается, он в этом самом был. И на этом основании подписываются мирные соглашения, чего Зеленский никогда не подпишет. Понимаете как? Но это не дух планов глобалистов. У планов глобалистов есть совершенно конкретное расписание. Есть этапы. Вот сейчас мы находимся на этапе, когда США нужно принять решение. Трамп обязан это сделать. Если он этого не сделает, его очень сильно накажут. Ему или импичмент объявят, или откроют уголовное преследование в США, или устроят гражданские волнения, с которыми ему нужно будет как-то справляться. А он тянет. Трамп тянет. Трамп уже давно мог дать приказ высадки десанта и захвата острова Харк. Но ему все сказали, все, включая искусственный интеллект Палантир, что если ты это сделаешь, то американские солдаты, которые высадятся на Харк, будут просто уничтожены. Они будут сожжены ударами беспилотников, ракетами, неважно чем. Их там просто уничтожат. И для тебя это будет катастрофа. Поэтому он не хочет это делать. А глобалистам-то надо ускорять. Им нужно решать проблему с Ираном. Понимаете как? И вот и получается, что Трамп является как бы главным препятствием на пути решения этой проблемы, потому что он очень сильно стал переживать за последствия для своей как бы личности, как он выйдет из этих событий. Геннадий, давайте так. Вы так упомянули Палантир. Ну, то, что они опубликовали публично вот в соцсети X выдержки из книги своего Карпа, ну, главного, нам немножко как-то становится не по себе людям, которые привыкли к историческим процессам, короче, значит, милитаризация Японии и Германии – это хорошо. Пора забыть, что все народы, нации, страны равны, о том, что вполне себе, то есть сила будет доминировать, и, конечно же, их искусственный интеллект. Угрожающая и многообещающая. Но это мода такая просто, хайповать. Вот опять-таки Трамп же делает очень страшную вещь, на самом деле, со всеми. Об этом мало кто задумывается, и никто не смотрит под этим углом на это. Ну, кто-то говорит, там, на рынке играет, кто-то говорит, там, вот слабые Соединенные Штаты. А он делает возможным все. Но вот это же очень важный период этого времени. И если бы условно, да, в период до Трампа вышел бы какой-нибудь такой Палантир, какой-нибудь Карп, написал бы эту книгу, как бы забросали гнилыми помидорами и тапками. А так, смотрите, все прислушиваются и рассматривают эту ветку реальности. Хотя, по сути, там же чистой воды
Третья мировая, в прямом смысле этого слова, война, союзы, блоки, борьба искусственного интеллекта, систем, валют и вообще ну, иерархическое построение империй со своими подконтрольными территориями, подмандатными. Какие у вас мысли по этому поводу? Или это все серьезно, это не шутки, и это вот прям прообраз будущего того 30-го года с мировым правительством? Ну, вообще никаких шуток, я вам скажу. Абсолютно никаких шуток. Вот на этом уровне шутки заканчиваются. По двум причинам. Первое. Вы помните этот скандал с Министерством обороны и с Антропиком? Да, когда Антропик отдал им свой ИИ, у них был контракт, они заплатили деньги, а потом, когда начали планировать боевые операции в Иране, то столкнулись с тем, что у них там бан. То есть, ИИ отказался дальше подсказывать. Вы знаете, да, как он работает? Там 32 шага для завоевания любого государства. И это все планирует последовательно, и все получается. Дело в том, что некие энтузиасты провели такое исследование. Они загрузили 7 главных нейросетей, которые сейчас доминируют на рынке, включая Anthropic, там, OpenAI, Grok и так далее. Проблемой Третьей мировой войны. То есть, они стали играть за интересы, то есть, каждый ИИ играл за интересы каждой из стран. И в 96% случаев получилось, что все скатывается к ядерной войне. То есть, варианта, когда не будет ядерной войны, не существует впереди. И это делает машину беспристрастной. Понимаете? То есть, это делают не те яишки, которыми мы с вами пользуемся, или наши зрители. Они как пользуются? Они заходят в какой-нибудь Grok, там, да, .com, и начинают задавать вопросы. Даже регистрируются, начинают задавать вопросы. И сталкиваются с тем, что там очень много неправды, очень много неточностей. Сталкиваются с тем, что называется машинным бредом. Вы знаете. А почему это происходит? А это происходит потому, что дело в том, что каждый запрос, каждое обращение к искусственному интеллекту порождает огромные затраты энергии. То есть, если вы спросите у искусственного интеллекта, какую вам газонокосилку лучше купить, то он на обработку этого запроса потратит приблизительно 2,5-3 киловатта электричества и около 1000 литров воды. Ну, столько дата-центры сжирают. То есть, если перевести на каждый запрос, это очень дорогостоящее. Поэтому там есть такая система, что вся модель LLM должна быть загружена в одну оперативную память одного чипа NVIDIA или одной видеокарты, если так говорить, на бытовом уровне. Да? И если этой памяти не хватает, она критически важна. Потому ее невозможно перенести куда-то, потому что тогда количество токенов в секунду оно резко падает. И тем более на сетевом уровне обслужить клиентов с такой скоростью невозможно. Что тогда они придумали? Они придумали квантирование или квантование. Все по-разному говорят. Квантование памяти. А квантование памяти – это ее сжатие. То есть, они сжимают. Ну, как можно сжать слова? Вы слова не можете сжать. Вы можете сжать изображение, где чуть-чуть пропадет детальность, знаете, мало кто это заметит. Вы можете сжать музыку, где чуть-чуть пропадет там дискредитация частотная, да. Извиняюсь, дискретизация частотная. Дискредитация не упадет. Но если вы сжимаете смыслы, квантуете память, да, то она начинает ошибаться. Так вот, эти люди использовали полные модели нейросетей, которые не сжимают смыслы, то есть не пользуются квантованием. И это развитые модели, самые последние. Они привели к тому, что ядерная война неизбежна. И в 14% случаев, я об этом писал в статье на своем канале в Телеграме, кто не подписан, подписывайтесь. И в 14% случаев шантаж не работает. Те заявления в реальной жизни как происходит? Те заявления, которые бросает Трамп, а если вы не сделаете, мы вам мосты и станции, это не работает. Да? То есть, вообще не работает. То есть, только в 14 случаях оно работает. 14%. 86% случаев это не работает. И все закончится именно ядерной войной. Теперь второй аспект этой задачи. Почему Карп так сказал? Смотрите, было проведено исследование, которое выяснило, что человек, который находится несколько часов в день в контакте с нейросетью, то есть задает ей вопросы, принимает ее ответы, задает уточняющие вопросы, использует результаты труда нейросети в своей работе,
на вторые сутки начинает погружаться и мыслить, как она, и полностью ей верить. То есть речь идет о том, что как бы страшно это ни звучало, вот эта сингулярность, она проходится за 2 суток. Как только вы начинаете активно в процессе своей деятельности использовать нейросети, вы начинаете мыслить как нейросеть. И вы с ней как бы сливаетесь, понимаете? И у вас уже назад дороги нет. У вас нет своего, то, что называется, провидения, интуиции, связи с какими-то с глобальным Wi-Fi, вот этим самым, знаете, связи со Вселенной. Ничего этого нет. Вы начинаете мыслить так же, как это векторная модель. Так вот, представьте себе, 2 суток. А сколько лично Карп провел времени, общаясь с нейронкой? Причем нейронка без квантования памяти, без бреда компьютерного, да, и без вот этих ошибок. А, наверное, очень много. Так И она, почему... может, эту книжку и написала. Ну, собственно, я не удивлюсь, что во многом помогла. Это было бы глупо. Представьте себе, у вас есть инструмент, который делает за вас редактуру, ищет информацию, может ее упорядочить, пересказывает вам огромные книги. Вы же помните, что любой серьезный труд в эпоху до изобретения нейросетей всегда имел обширную библиографию. Если мы возьмем любую серьезную книгу, которая описывает общественно-политические какие-то процессы, или историю, например, любой войны, например, Второй мировой или Вьетнамской, я вот читаю такие книги по истории Вьетнамской войны, очень важная эта книга. Я открываю последние страницы и нахожу там 168 ссылок в библиографию. То есть ссылок на всевозможные труды других людей, исследователей, исторические документы, ссылки на официальные документы. Представьте себе, что Карп пишет книгу, причем в его распоряжении находится нейронка, одна из мощнейших в мире, а может быть и самая мощная, у которой нет квантования, то есть он может себе позволить выделить огромные мощности с неограниченным количеством токенов в секунду, и он работает с ней. Вопрос, какой смысл ему идти в какую-нибудь бостонскую библиотеку, поднимать какие-то книги, которые еще не оцифрованы, и сидеть там, листать их, искать какие-то справки исторические? Никакого. Согласны? Поэтому он уже не совсем обычный человек, а он тот человек, который погрузился в тему неоднократно. Вы думаете, что он сам по себе ни разу не задавал вопрос нейронке, каковы варианты исхода мирового конфликта? Каковы варианты, что в мировом конфликте нарастающем будет использовано ядерное оружие? Вы думаете, Карп ни разу не задавал этот вопрос нейронке под разными соусами? Конечно, 100 раз задавал. И он, как и те исследователи, которые провели 21 сеанс игры, задавая вопрос нейронке на исход будущего мирового конфликта, пришли к выводам, что ядерный конфликт неизбежен. А раз он неизбежен, то уже нужно начинать мыслить в этих категориях. Зачем вам заниматься какой-то фантастикой неподтвержденной и выдумывать какие-то, сказки о мире во всем мире? Вот мы же с вами обсуждаем последние 3 года о перемирии или мире между Россией и Украиной. Мы же это верим, как бы рассуждаем, да? А Карп нет, не верит, и он об этом не рассуждает. Он просто уже назначает коалиции, то есть он просто планирует 3-ю мировую войну. И, конечно же, в этом ему помогают нейросети. И он точно знает, что мировой конфликт обязательно выйдет на уровень применения тактического ядерного оружия. Еще раз. Тактическое ядерное оружие должно решить какие-то задачи определенные. Стратегические еще больше задачи. Вы понимаете, что, я согласен. Сейчас, конечно, Нетаньяху делает там кучу заявлений. К нему Милей приехал, они так радостно танцуют, там у стены плача молятся и так далее. Такой визит. Понятно, что в рамках перемирия там договариваются и так далее. Но он делает заявление, что мы готовы к любому развитию событий. Короче, там четко сквозит намек на то, что Израиль может и применить. Но что это решит в условиях Ирана?
Вот опять-таки, тут же непонятна вот эта вот основная история. Поэтому бездушная машина вместе с Карпом могут расписать нам блоки, но не учесть очень многие внутренние противоречия. Понимаете, вот какая тут штука? И то, что реально какую ситуацию на Земле, какое состояние, какое развитие имеет на Земле конкретно та или иная территория, тот или иной народ, та или иная война, за что? Вот по поводу войны Россия-Украина, ну, тут, я не знаю, суперкомпьютеры, искусственные интеллекты заводи, но я не вижу причин, по которым останавливаться нельзя. Ну, то есть, Ну, как вообще, не вижу. никаких причин не останавливаться нет. Есть единственное... Давайте подискутируем, потому что, смотрите, если мы берем территорию безжизненного пространства, ну хорошо, кому она нужна, зачем она нужна, кто, если, допустим, украинского народа, там, конечно, включают антикризис, ну хорошо, 20 миллионов, окей, в половину меньше. Да, то есть некоторые говорят на треть. Хорошо, кому нужно истребление вот именно украинского народа, продолжение, скажем так, убийства россиян, убийства, выноса их энергетики, то есть в условиях тогда, когда ресурсы растут в цене, в условиях, когда человеческое там образование и внимание, в том числе и расовая принадлежность, имеют значение. 8 европейцев на 100 рождается. Ну, то есть европеоидная раса. То есть вы понимаете, что тут вот эти глобальные процессы, как раз-таки, ну, Палантир об этом пишет вместе, ну, Карп, я имею в виду из Палантира, но как бы причин взять паузу, да, или остановить вообще вот эту войну, ну, почему нет? Ну, ее невозможно остановить, потому что, помните, я вот буквально там, я недавно вам говорил, что есть цели и задачи, которые преследуют главы государств, а есть цели и задачи глобальные. И, в принципе, если бы мы с вами думали, что, например, главы европейских государств, такие как Эммануэль Макрон или Мерц, они выражают чаяние своего народа, беспокоятся о будущем своих стран, они бы, конечно, никогда в жизни не делали то, что они сейчас делают. Что они делают? Они ускоренными темпами уничтожают свои страны. И делают это по приказу глобалистов. А кто такие глобалисты? Они, конечно, за кулисами. Мы с вами их никогда не увидим. Это никакие не Ротшильды, не Рокфеллеры. Это даже не старая черная аристократия. Это вообще не эти люди. Это совершенно другие люди. Но что, наверное, можно сказать совершенно точно, что это точно не белые люди. Это не европейцы. Потому что если бы это были европейцы, они несут в себе всю культурно-историческую доминантность белой европейской расы, и они бы никогда не позволили поставить на будущее ее уничтожение. Если бы это были европейцы, и они планировали мировое доминирование, например, будем считать, что они захотели бы колонизировать всю планету Земля и сделать вот это единое мировое правительство, да? И кто там должен быть в этом едином мировом правительстве? Монголоиды, допустим, африканцы, ну, то есть, какая раса? Какие-то хиспаник там, кто там, китайцы должны быть. Нет, совершенно ни те, ни другие, ни третьи. Это говорит о том, что за всеми глобальными трендами стоят не белые европейцы, совершенно точно. И новое мировое правительство не будет состоять из белых европейцев, там их не будет. Более того, эти силы, которые создают вот это глобальное инклюзивное будущее, вообще, скорее всего, не относятся к западной цивилизации. Я имею в виду этнические и так далее. То есть, те силы, я допускаю, это моя теория, мое оценочное суждение, что эти люди, которые планируют мировое доминирование и порабощение всего населения, и сокращение его на 5 миллиардов, как написано в плане, да, на 5 миллиардов человек, это вообще по национальности могут быть шумеры. Например, те же шумеры древнего Вавилона, понимаете? Потому что они точно не относятся ни к одной из этих этнических крупных групп, которые претендуют на какую-то мировую доминантность. Прошу Или даже...
Не евреи, да. Нет, точно не евреи, потому что мы, кстати, с вами в одной из передач развивали эту мысль, и я сказал, что у шумеров есть 3 врага, перечислил первых 2, а третьего, говорит, вы не назвали. Ну, понятно, что первые враги – это иранцы, да, потому что Кир II Великий завоевал Вавилон, и когда там было уже шумерско-аккадское царство, ну, фактически он их низверг, да, и уничтожил, удалил их культ. А культ их, понятно, это культ Эпштейна. Не будем долго распространяться, это не тема сегодняшней программы. Вторые враги, кто это был? Это был великий киевский князь, да, который пришел и как бы и нагнул их немножко в хазарском каганате, уже потом, да. И третий, кто у них был враги? Кто у них был в рабстве? Вавилонское рабство чье было? Евреи. То есть третьи их враги это были евреи. Поэтому вот от этих 3 этнически крупных групп они камня на камне не оставят. Они точно взялись их уничтожить. Поэтому, задавая вопрос, а зачем русским убивать украинцев или украинцам убивать русским? Так вы просто должны понять, что нет вот этим людям, которые планируют глобальные события, они не относят себя ни к русским, ни к украинцам, ни к европейцам, ни к белым. Они-то как раз их хотят и всех уничтожить. И я так полагаю, еще раз говорю, мое оценочное суждение, что гораздо больше они хотят уничтожить тех, кого мы называем украинцами. Почему? Потому что их князь пришел и просто их там всех разнес. Понимаете? Просто уничтожил их государственность. И, кстати, и особое внимание уделил тому, что их идолопоклонство, мерзкую веру. Их мерзкую веру. Поэтому, конечно, в первую очередь они будут мстить украинцам. Естественно, русским, потому что они не разделяют украинцев и русских. Это русские и украинцы разделяют друг друга. Те, которые этим занимаются, они никак не разделяют. Ну и третий вопрос – это идеология. То есть, если мы будем сейчас говорить о политических интересах правящих элит России и Украины, если таковые имеются, то это абсолютно антагонистические противоречия. России ни за что в жизни не нужна никакая Украина, которой никогда ничем, кроме как антироссии, не было. У Украины есть только одна национальная идея, чтобы не было москалив. Все, никакой другой идеи нет. Абсолютно, что бы там ни говорили, европейская гидности и так далее, эта вся гидность подразумевает похороны москалей, уничтожение, полное уничтожение России, уничтожение. А у России, у нее другая тема. России абсолютно не нужно антигосударство в ее южном подбрюшье. И поэтому, но у них нет такого, что нам надо уничтожить всех украинцев. Нет такого. Они говорят, мы просто возьмем эти земли, а те, вот, которые там живут, это не украинцы, это нормальные русские, мы их будем любить и лелеять и развивать. Вот эти противоречия, они абсолютно антагонистические. Они привнесенные. Это создано извне. Эти противоречия культурные, исторические создавали не русские, не украинцы. Они привнесены извне. Абсолютно. Это внешние проекты. Но, тем не менее, Россия и Украина несет эту внешнюю проектность, ей подчиняются. И более того, может, страшно это говорить, что так или иначе эти все события управляются и со стороны России, и со стороны Украины одним третьим центром управления. Понимаете? И там же и координируются они. Поэтому, да, оно будет продолжаться, и оно может закончиться только либо уничтожением украинской государственности и вообще вот самой этой культуры украинства. Только либо этим оно может закончиться, либо оно закончится полным уничтожением России, но с уничтожением Украины. Потому что уничтожить Россию – это вообще подарок для вот этих самых глобалистов. Но Украину-то оставить вообще никак нельзя, потому что эти люди, их предки пришли, значит, к шумерам и взяли и уничтожили их религию, выгнали их оттуда, отправили их бродить дорогами тысячелетий в Испанию, откуда их опять потом выгнали и так далее. И сделали, они еще сделали вид, что они евреи. На самом деле они не евреи, это шумеры. Понимаете, они просто взяли себе иудаизм для отмазки. Они взяли себе иудаизм как религию для отмазки, на самом деле поклонялись своему Баалу и приносили в жертву ему детей. Я извиняюсь, что так сложно, но просто как бы иначе мы не поймем. Потому что если мы будем думать в категории «как так?», вот мне англичане спрашивают, как так британское правительство, у нас же есть король, как они допустили вот такую заместительную миграцию, это беспорядки, которые сейчас происходят в Великобритании, да, там и так далее.
Так вы поймите, они не англичане. Они вообще не белые люди. И более того, мое оценочное суждение, они вообще мало имеют отношения к людям как таковым. Эти вот те, кто планирует. Поэтому, если вы начнете думать вот в таком ключе, то у вас тогда в голове все сложится. И вы поймете, для чего им нужна блокада Ормузского пролива как минимум до ноября. Для чего им нужен голод в Юго-Восточной Азии, вообще везде. И почему они уничтожают белое население. Именно белое население Соединенных Штатов, Европейского Союза, Восточной Европы. Оно в первую очередь должно быть все уничтожено. А если вы посмотрите на дела, так все именно так и происходит. Понимаете? И тогда у вас все в голове пазл сложится. Если вы предположите, что управляют этими всеми процессами не просто не европейцы и не просто не белые, а как бы и не совсем люди. Очень интересная вообще для исследователя тема. Вот если мы будем брать шумерско-аккадское вот это царство, Вавилон, да, там жили аккадцы наполовину, а на большую половину жили шумеры. Так вот, что интересно, аккадский язык относится к семитской группе языков. Да? То есть, это тот же язык, какой арабский и так далее. Персы, это фарси, понятно. Персы, это персидский язык, он не является таковым. А вот шумерский язык, абсолютно автохтонный, не имеет абсолютно ничего похожего на планете Земля. То есть, полностью самобытный язык. Не относится ни к единой группе, ни индоевропейских, ни семитских, никаких других языков. Понимаете? Давайте мы в эту сторону подумаем. Откуда на планете Земля возник отдельный один автохтонный язык, не имеющий аналогов, не имеющий ничего похожего в мире? Откуда он возник? А может, это не люди какие-то? Ну, я думаю, что да. Я думаю, что, скорее всего, так и есть. Еще один вопрос в завершении, с вашего позволения. Так. Он важный в динамике политического календаря и разруливаний. Вопрос очень важный. Вроде как там 18 мая Путин в Пекине, 15 должен быть Трамп, но мы не понимаем, будет ли Трамп или нет, но вот вроде как перенесли на 15 мая, то есть мы видим вот будущий месяц, его середину, вот. Но это будут больше, конечно, такие встречи ради показухи, ради там какого-то, вряд ли там что-то будет решаться на самих встречах. После будет решаться. На самих встречах будут или согласовывать, или нет. То есть посмотрим, как это будет. Ряд аналитиков говорит о том, что Путин едет в Пекин на этот раз, и там будет что-то очень серьезное. Не просто там вот это вот обменялись поддержкой туда-сюда, а там вот прям, я не буду говорить прям союзничество, но вот что-то такое, очень новый этап отношений. Конкретно после этой встречи ожидают люди, изучающие, скажем так, визит. Причем это не просто для того, чтобы похвалить или там нагнать ажиотажа, а просто время подошло. Помните, вот когда после выборов там встречался Путин с Си, и тогда вот это была встреча еще во время войны, и он говорит, так тогда, чтобы прошло 2, 3, 4 встречи. Вот это идет все в этой логике, то есть мы приходим к какому-то ограненному формату отношений и очень важным решением двухсторонним: Россия и Китай. Так вот, мой вопрос заключается в следующем. Значит, одна встреча, вторая встреча, Трампа, Си, вот этот треугольник, Новая Ялта, кто-то говорит, еще как-то называет. Но вот это все понятно, это все будет на виду. Но очень-то интересно, что перед этим всем делом Карл прилетает к Трампу. 250 лет справлять Америке. Выступит перед Конгрессом, с ним пошепчется. А вот тут уже возникают интересные подозрения. А не может ли Карл и Трамп закончить войну в Украине? Вот эту острую фазу всем быстренько сказать: давайте переходить в дипломатию. Ровно потому что вот вы говорили всю программу сегодняшнюю, что, то есть, интересы сейчас вообще другие. Шахматная доска на самом деле больше, чем кажется на первый взгляд. Как думаете? Смотрите, есть одна конспирологическая теория, которая говорит о том, что внезапно мир может возникнуть в мае. И формально, если судить с открытой общественной позиции Украины и России, это будет проигрыш и той, и другой стороны. И, между прочим, по слухам, вчера высокопоставленная делегация США, но не Уитков и не Кушнер,
прилетели в Москву для уже оформления этого формата, этого мира. Да. Ну и как бы та информация, что Россия перекидывает дополнительно 20 тысяч военнослужащих на Донецкое, ну, на южные направления, да, для того, чтобы они же хотят как бы Донбасс получить, дух Анкориджа, понимаете, ну, Донецкую область окончательно, да, то есть Краматорск, Славянск. Вот. Вторые слухи ходят, что украинское командование планирует наступление, там есть концентрация сил в направлении Белгородской, Орловской и Курской областей. И оно должно состояться вот-вот уже вот буквально скоро. То есть, украинское ВСУ делает наскок, заходит насколько может глубоко в 3 области России. Дальше, ну, это уже считается эскалацией, очень высокой эскалацией. Дальше кто-то, Трамп или еще кто-то, или все вместе говорят, все, хватит. На этом месте останавливаемся, давайте договариваться. И начинают договариваться, что ну, Украина выводит войска с завоеванных вот этих территорий вновь Белгородской, Орловской и Курской области. Россия оставляет территории Харьковской, ну и так далее, Сумской, вот то, что там было завоевано. А про Донбасс, ну, как на тот момент сложится. Как Нет, на тот момент подождите, ну, сложится. стойте. Ну, это же какой-то, как говорил Кучма, це ж було вже. Ну, это же Да. уже было с Курской областью. Чем закончилось? Ну, подождите, ну, мы же с вами, смотрите, какая интересная ситуация. Вот сейчас большинство всяких аналитиков, которые раньше говорили умные вещи, а сейчас говорят разные, сходятся во мнении в том, что в России блокируют социальные сети, в том числе Telegram, из-за того, что, дескать, будет непопулярный мир подписан, да, для того, чтобы волну вот этого недовольства, пересудов всяких просто свести к нулю. То есть, что мир вполне возможен в мае. В мае, вот мы сейчас говорим с вами конец апреля, а мир вполне возможен в мае. И он произойдет внезапно. Вы поймите, что все грандиозные события глобального масштаба происходят внезапно. Потому что 24 февраля 2022 года произошло внезапно для абсолютного большинства аналитиков. Никто не ждал, не знал. Ну, понятно, что там Зеленский знал, и украинская разведка знала, и ЦРУ знали, и вывели посольство. Ну, то есть, все уже знали, да. Но до конца не верили, мало ли. Но оно произошло. Вот сейчас приблизительно возможна такая ситуация, что в мае есть вполне вариант, в мае, что этот конфликт будет остановлен. Потому что у мировой закулиски, у США сейчас по срокам уже просрочены другие цели. Трамп планировал завершить за 2-3 недели иранскую операцию, а она затянулась вон насколько. Видите, с 28 февраля, посчитайте сколько. Ну, уже скоро 2 месяца будет. То есть, затяжка идет. А затяжка этой операции ведет к затяжке других операций, с последующих, включая тайваньскую операцию, включая европейскую войну со странами Балтии, России и так далее. То есть, там весь процесс начинает, вы знаете, да, когда какой-то запчасти не хватает, то на конвейере останавливается сборка всей машины, потому что нет каких-то деталей, невозможно их собрать дальше. Поэтому допускать это можно. Вполне такое может быть. А вот что касается встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа, Си Цзиньпина в Пекине, то все будет зависеть от степени эскалации в Персидском заливе. Если США предпримут попытку сухопутной операции, и всем станет очевидно, что она неудачная, продолжать дальше тратить конвенциональные вооружения они не смогут, потому что у них их мало, а у них весь мир еще. Они могут прибегнуть к тому, что они начнут подавление главных энергетических объектов инфраструктурных иранских и пусковых. Они знают где. Ну, так, между нами. Но американская разведка знает, где находятся пусковые шахты крупных иранских баллистических ракет. Они попытаются ударить тактическим ядерным оружием. И вот с этого момента, как по щелчку, вся старая история человечества и военная закончится, и начнется новая.
И вот если это произойдет именно так, то тогда да, тогда смысл поездки президента России и встречи с Си Цзиньпином будет выглядеть так, как создание или формирование какого-то стратегического союза, в котором будет сказано, что если кто-то из каких-то стран там нанесет какое-то, например, поражение, даже включая тактическим ядерным оружием, то тогда Китай присоединяется и тоже ответит. Или если на Китай кто-то нападет, Россия там ответит. Потому что такое же соглашение, между прочим, сейчас, оно уже обкатано между Россией и КНДР. То есть там есть соглашение. Если на КНДР нападет Япония, например, да, то Россия вводит войска в КНДР и помогает выбить Японию. Если на Россию нападет Украина, например, войдет в Белгородскую область, да, то опять поедут из КНДР северокорейские солдаты защищать русских от внешней агрессии. Я думаю, что если вы имеете в виду, что что-то грандиозное, это именно вот такой договор, то да, я себе вполне допускаю, что так и будет. Как только первый тактический ядерный заряд взорвется на территории Ирана, вот такой договор между Китаем и Россией будет подписан. И это на самом деле уже будет, как говорит Карп, это и будет формат вот тех самых будущих коалиций в глобальной мировой войне. Ну, и если искусственный интеллект говорит, что мы без этого ничем, но это ничем не может закончиться, кроме как обменом ядерными ударами, скорее всего, так и будет. Я верю, например, искусственному интеллекту, и я верю Карпу. Геннадий М., не верьте ему, пожалуйста. Или не верьте не Геннадию М., а не верьте тому, во что он верит, только что в чем признался, потому что все равно есть шанс на провидение, на чудо, на жизнь, на без этого никуда. Ну, в общем, все равно, Геннадий, благодарю вас за время и мысли. Я вас тоже благодарю. Всего доброго, Александр. Да, нет, действительно, смотрите, всегда нужно как бы надеяться на лучшее. Давайте это и делать, и давайте, в общем-то, все-таки думать о хорошем, может, оно все-таки случится, а не вот то, что нам машина бездушная искусственного интеллекта прописала. Но рассматривать все сценарии. Подписывайтесь на Геннадия М., Телеграм и Ютуб. Подписывайтесь на канал Шелест. Спасибо всем большое за поддержку и за добрые слова в комментариях. Берегите себя и друг друга. Добра и света, несмотря ни на что. До свидания.